Всем привет, друзья! Это третья заключительная часть обзора на 1999 год. И сегодня в обзоре интересные события со всего мира, значимые награды и премии года, культовый мультфильм, виртуальный конец света, как целому миру по-настоящему приходит конец, легендарные музыкальные шоу, невероятное открытие в литературе и многое другое прямо сейчас. Друзья, ваша поддержка очень важна для нас. Обязательно загляните в описание, поставьте лайк этому видео и напишите любой комментарий. В 1999 году Нобелевская премия была присуждена Международной гуманитарной организации «Врачи без границ», тем самым подтверждая благодарность всего мира за неоценимую помощь «Врачей без границ» пострадавшим людям в горячих точках во время вооруженных конфликтов, природных и техногенных катастроф. Человеком года по версии журнала Time стал Джеффри Безос, известный американский предприниматель, основатель сайта Amazon.com. Безосу на момент присуждения почетного титула было всего 35 лет. Журнал оценил его как первооткрывателя в развитии розничной торговли в интернете. Традиция объявлять Человека года журнал Time ведет с 1927 года. В своем последнем декабрьском выпуске уходящего 99-го журнал назвал не только Человека года, но и Человека века. Этой честью удостоился великий физик Альберт Эйнштейн. Америка. Верховный суд США отменил 65-летний запрет на рекламу казино по телевидению. Теперь устроители азартных игр могли вполне законно продвигать свои услуги с телевизионных экранов, а граждане и гости страны проигрывать огромные состояния и пополнять запасы адреналина. В военный блок НАТО вступили новые страны-участницы из бывшего социалистического лагеря. Бывшие участники стран Варшавского договора, Венгрия, Чехия и Польша, перешли на другую сторону силы, тем более, что противостояние времен Холодной войны было прекращено с развалом Советского Союза. Путана, 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 ночная бабочка. Но кто же виноват? Пел Олег Газманов в своей известной песне, жалея незавидную долю девушек легкого поведения. Но в Бельгии думали иначе. В Антверпене совершенно официально была открыта школа ночных бабочек, где планировали обучать секретам самой древней профессии всех желающих. Но просуществовала школа недолго. После возмущения общественности, спустя 3 месяца, она была закрыта, и несостоявшиеся путаны вновь перешли на самообразование. Вообще, этот год поражал широтой взглядов и размахом идей, ранее бывших под нравственными запретами. Сравниться со школой путан мог разве что американский фотограф Рон Харрис. 25 октября 1999 года он открыл в интернете сайт для торговли человеческими половыми клетками. «Красивый ребенок от элитной яйцеклетки, красавицы из модельного бизнеса», предлагал Рон посетителям. Как тут не скажешь, что мир начал сходить с ума. Но это было только начало. За несколько дней страницу в интернете посетили более 4 миллионов человек. Мир начал входить не только в новый век, но и в новую нравственно-этическую эпоху. В мире телевидения также произошло много интересного. В России началось вещание детского телеканала Fox Kids. Мультсериалы про трансформеров и супергероев стали показывать постоянно, и у детей появились новые кумиры. Конечно, Тома и Джерри, Чипа и Дейла, Мистера Скруджа российские дети до этого уже видели, но такой поток новоформатных историй из мира фантастики и приключений был в новинку. 1 мая 1999 года в США начался показ мультсериала, который скоро станет известен во всем мире, но вызовет жаркие дискуссии среди критиков. Желтая морская губка живет в подводном мире бикини-ботом, и у него есть лучший друг Патрик. Патрик, морская звезда, губка Боб, не имеет ничего общего с обыкновенной кухонной губкой или сыром, на который он так похож. Не устаем удивляться фантазии сценаристов. Впрочем, что тут удивляться? Придумал-то героя морской биолог Стивен Хиленберг. Он, как никто другой, знает обитателей морского мира. Губка Боб показан в сериале чрезвычайно живым, подвижным и не особо думающим персонажем, который немного раздражает других подводных жителей. У Губки Боба и Патрика много общего. Они очень любят ловить медуз, надувать пузыри и вместе наслаждаться телешоу «Приключения морского супермена и очкарика».
Популярность морских обитателей среди детей говорит о том, что главным героем мультсериала или комикса можно сделать что угодно, хоть пуговицу. Главное — наделить персонажа характером, чтобы он говорил правильные вещи, по мнению взрослых, и показывать его день и ночь по телевидению. Но не только Губка Боб доминировал на телевидении в 1999 году. Пилотный выпуск мультсериала «Гриффины» превзошел все самые смелые ожидания создателей. Жизненная история главы семьи Питера Гриффина, его жены, детей и верного пса Брайана. Удачная подача материала со сценами юмора на злободневные темы, не имеющего ничего общего с сюжетной линией, самая ирония персонажей позволили Гриффинам стать одним из самых успешных мультсериалов как в текущем сезоне, так и в будущем. Успех ждал и другой культовый мультсериал года «Футурама», первый сезон которого вышел в телевизионной трансляции 28 марта. Создатели «Футурамы» были те же люди, что придумали популярных «Симпсонов». Они всей душой верили в фортуну, и она им не изменила. Фантастические истории сериала «Футурама» о жизни в Новом Нью-Йорке в 31 веке были необычны, со своим стилем и смогли найти своего зрителя. Правильное направление концепции и успех всего проекта только подтверждают многочисленные награды международной телевизионной премии «Эмми». За океаном новые телевизионные проекты рождались со скоростью света. А что у нас в России? В этот год российское телевидение все еще переживало эпоху становления. Было очень много копирования известных телевизионных передач, открывались и закрывались программы. 1 июля 1999 года ушел на покой один из первых музыкальных ТВ-проектов «Угадай мелодию» с Валдисом Пельшем. Но зато 23 сентября НТВ запустила телеигру известной мировой франшизы «О, счастливчик». Страна перестала угадывать мелодии и стала напряженно думать над ответами на разные вопросы. Это народу давалось значительно трудней. Видимо, в этом, а еще и в трогательной ностальгии, причина возвращения легендарной «Угадай мелодии» к зрителям в 2003 году, но это уже совсем другая история. 7 июня начал вещание новый федеральный телевизионный канал Дарьял ТВ. Название канала связано с дочерью знаменитого писателя Аркадия Вайнера Натальей Дарьяловой. В честь ее фамилии и назвали канал. Правда, вскоре начались привычные для того времени продажи, разделения, поглощения и переуступки. Канал менял свое имя несколько раз, превратившись со временем в телеканал «Перец». А потом и вообще ушел из российского телевизионного поля. Музыкальная индустрия была на подъеме все 90-е годы и в 99-м расцвела как никогда. Именно в этом году был проведен первый двухдневный рок-фестиваль «Нашествие» в ДК Горбунова, в котором выступили многие популярные исполнители и группы, среди которых «Дельфин», «Океан Эльзы», «Линда», «Михеи» и «Джуманджи», «Земфира» и «Би-2». Король поп-музыки Майкл Джексон провел 2 грандиозных благотворительных концерта в самом конце июня в Сеуле и Мюнхене. Шоу называлось «Майкл Джексон и друзья». В программе выступал сам Джексон и многие известные артисты. Вся прибыль с проданных билетов была передана благотворительным организациям: ЮНЕСКО, Детскому фонду Нельсона Манделы, Красному Кресту и беженцам войны в Югославии. Во время выступления легенды в Мюнхене произошло обрушение декораций, и Джексон получил травму спины. Но кумир миллионов продолжил выступление, а зритель подумал, что так шоу и должно было быть. Шоу «Майкл Джексон и друзья» имело успех, а собранные деньги помогли многим людям планеты. Благородный поступок настоящего артиста и человека. Каждый прожитый день уже становится историей. Кто-то вспоминает события прошлого, рассказанные нами с улыбкой и с доброй ностальгией, кого-то память возвращает в дни его молодости, а кто-то на момент событий даже не родился и впервые узнает что-то новое и интересное для себя. В этом и состоит наша миссия — говорить о жизни во всех ее проявлениях, вспоминать великие дела людей, которые никогда не забудутся, пока жива память о них.
Уго Чавес – легендарный президент Венесуэлы. По народной любви он не уступает национальному герою страны Симону Боливару, известному борцу за независимость Венесуэлы от испанского господства. 2 февраля 1999 года Уго Чавес дал клятву президента Венесуэлы и тем самым начал историческую летопись своей жизни как выдающегося государственного деятеля Латинской Америки. 99-й год принес гражданам России трагическую новость. В Германии от рака крови скончалась супруга первого президента Советского Союза, бывшая первая леди СССР Раиса Горбачева. В 80-е наши сограждане к ней относились по-разному. Кто-то восхищался ей, кто-то, наоборот, осуждал и никак не мог понять и принять ее появление на всех государственных приемах и встречах рядом с мужем, но скорбная весть объединила всех. Вместе с Раисой Горбачевой уходила эпоха, и люди прощались не столько с ней, сколько со своей прошлой жизнью, где они были счастливы. Люди навсегда прощались с эпохой Советского Союза. Виртуальный конец света. Паника у программистов, паника у пользователей. Люди боятся остановки компьютеров, глобальной ошибки и наступления виртуального конца света. Компьютеры настолько тесно вошли в жизнь человека, что люди просто не мыслят жизни без них. Но налицо проблема, да еще какая. Оказывается, программное обеспечение отсчета годов могло распознавать только две последние цифры, и 2000 год компьютер мог понять как 1900. Вот в этом-то вся и проблема. Система может дать сбой. Одно дело бытовые компьютеры, другое военные, оборонные и ядерные электронные системы. Как бы что ни случилось, в России едут западные специалисты. Как вы уже догадываетесь, друзья, к счастью, все обошлось. 99-й год в индустрии кино получился таким же богатым на шедевры, как и 98-й. Мы уже рассказывали в предыдущих выпусках о грандиозном успехе лент «Матрица» и «Звездные войны». Пришло время узнать и о других кинохитах, которые по праву вошли в топ-6 самых кассовых фильмов года. Встречайте фильм с Брюсом Уиллисом «Шестое чувство», который занял заслуженное второе место в мировом кинопрокате. Мистический триллер про врача-психотерапевта, призраков, живущих среди людей, и мальчика, видящего потусторонние силы, запал в душу зрителям. Кинотеатры были переполнены, многие ходили в кино по несколько раз, чтобы до конца разобраться со всеми тайнами и загадками ленты, и еще раз испытать это странное шестое чувство. По-доброму завидуем зрителям 90-х. От просмотра фильмов тех лет в каждом открывалось не только шестое, но и седьмое, а в некоторых случаях и восьмое чувство, особенно на кинопоказах фильма «Мумия». Вот где зрители то разом вздрагивали и ужасались, то кричали и смеялись, то с облегчением выдыхали. Динамичный американский блокбастер с довольно вольной интерпретацией истории египетской цивилизации пришелся любителям кино по душе. Впрочем, как и приключенческий полнометражный анимационный фильм «Тарзан», выпущенный на широкие экраны компанией Disney. Рекордная сумма в $130 миллионов, потраченная на создание этого шедеврального мультика, потрясающие песни Фила Коллинза и замечательные персонажи, полюбившиеся поклонникам фильма, дали результат. Сказочная история мальчика, воспитанного гориллами. Любовь повзрослевшего героя к прекрасной девушке, необыкновенные испытания и приключения героев до сих пор пробуждают интерес в сердцах зрителей со всего мира и переносят в прекрасный мир детства, где добро побеждает зло, где все возможно, где ты летаешь во сне, творишь великие подвиги и где игрушки твои настоящие друзья. История игрушек 2 – еще один мультипликационный шедевр 99-го года. Приключения шерифа Вуди и космического рейнджера Базза получились одновременно захватывающими и трогательными. Фильм, который до сих пор лечит души и делает лучше сердца не только детей, но и взрослых, это «История игрушек 2», один из победителей кинопродаж 1999 года. Не забудем об играх. 8-я часть самой известной японской ролевой игры Final Fantasy VIII была встречена фанатами восторженно. Игра была представлена на целых 4 дисках на игровой платформе Sony. Новая боевая система, усиленные уникальные атаки, трехмерная графика карты мира и многие другие современные нововведения сделали игру бестселлером как в Японии, США, так и в Европе.
Героев, настоящих, со строгим взглядом и греческим профилем, с огромными рельефными мускулами в компьютерных играх было немало, но никто не мог сравниться с ним, мастерски владеющим любым видом оружия, блондином-культуристом с тяжелой челюстью и несокрушимой поступью, самым известным в мире компьютерной реальности врагом инопланетян. Догадались, о ком речь? Конечно, о ядерном герцоге, герое шутера от третьего лица Дьюк Ньюкем, разработанного эксклюзивно для Nintendo 64. Если стероидный силач в эпических битвах геройствовал один, то в другой суперизвестной игре 99 года героев можно было выбрать. 17 марта 1999 года компания Бука выпускает на российский рынок компьютерную игру под названием «Герои меча и магии 3. Возрождение Эрафии», русифицированную версию заокеанской популярной серии Heroes of Might and Magic. В эту игру с наслаждением играли мальчишки и девчонки 90-х, бессонными ночами сражаясь с подземными лордами, злющими некромантами и коварными демонами, освобождая королевство Эрафия. Эта пошаговая стратегия была очень популярна у игроков и по праву стала лучшей игрой из серии Heroes of Might and Magic. К событиям в России. 20 февраля 1999 года на построенную в СССР российскую орбитальную станцию «Мир» улетел последний космический корабль «Союз ТМ-29». Участь старейшей космической станции была предрешена. Денег на ее содержание в бюджете страны не было. Оставалось только ждать, когда космическая станция будет выведена с орбиты и затоплена в океане. Вот так иногда заканчивается целый мир. Господин Великий Новгород. 19 мая 1999 года Государственная Дума России приняла закон о возвращении Новгороду его исторического имени – Великий Новгород. Историческая правда восторжествовала, и самый древний город Древней Руси, колыбель русской государственности, вернул свое величавое название. События в мире литературы. Опубликован культовый роман Виктора Пелевина «Generation P». Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу и выбрало Пепси. Роман о потерянной молодежи 90-х, о людях, которые один на один оставались с новым неприветливым миром в стране победившего капитализма. Роман о поколении, которому пришлось встраиваться в новые условия постсоветской России. Пелевин показывает всю суть 90-х. Сатира и трагефарс, культ денег и упадок морали, зарождающиеся политтехнологии и манипулирование людьми, поиск себя и понимание, что страна и люди, возможно, идут не туда. Все это замечательно показано в жизни и образе главного героя книги Вавилена Татарского. Подведем итоги года, друзья. В 3 обзора на 1999 год мы постарались включить самые знаковые и интересные события. Этот год был полон людских трагедий, войн, природных катастроф, но также он был еще и годом расцвета в игровой и киноиндустрии, годом новой музыки и триумфа творчества. Если вам понравилось видео, не скупитесь на лайки и комментарии. Они очень помогают развивать канал. Также вы можете поддержать нас по ссылкам в описании. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. Скоро мы встретимся в 2000 году и узнаем, что принес миру последний год 20 века. До скорых встреч, друзья!